Приветствую вас! Этот автопоезд «Плеть-трубовоз» нами 027 был разработан в 1965 году в стенах научно-исследовательского института НАМИ, когда возникла необходимость в такой машине, которая могла преодолеть без проблем песчаные дороги, перевозить длинные трубы большого диаметра и на которой могли установить шины любого типа. Ведь этому автопоезду предстояла работа в труднодоступной местности, в частности в песчаных пустынях Средней Азии. А воплотить в металле автопоезд доверили Московскому экспериментальному механическому заводу. В конструкции шасси были использованы две балансирные тележки от серийного грузовика Урал-375Д, который зарекомендовал себя с хорошей стороны по проходимости. Силовым агрегатом послужил серийный 8-цилиндровый дизельный двигатель ЕМЗ-238 мощностью 240 лошадиных сил, а также были установлены агрегаты, которые были унифицированы с автомобилем Урал. Крутящий момент от двигателя через коробку передач ЕМЗ-236 передавался на карданную передачу, которая состояла из 6 валов и промежуточной опоры в приводе к раздаточной трехвальной двухскоростной коробке с симметричным блокируемым межосевым дифференциалом, которая крепилась в задней секции тягача с помощью 3 опор. Также коробка предусматривала возможность отбора мощности с верхнего вала для привода спецоборудования. Далее крутящий момент передавался на все ведущие колеса. Но самой интересной частью было его управление, которое осуществлялось не как обычно у всех грузовиков с помощью передних колес, а изломом шарнирно сочлененной рамы, что существенно упрощало ходовую часть грузовика за счет исключения мостов с управляемыми колесами и применения в этом автомобиле двух балансирных тележек. Шарнирный узел состоял из двух вертикальных разнесенных подшипниковых узла, подсоединенных литым вилком в виде поперечин рамы. Поперечины рамы крепились к лонжеронам болтами с гайками. Поворот осуществлялся с помощью двух гидроцилиндров от узлов тягача МААЗ-529. На двух тележках были установлены 4 моста одинаковой конструкции, которые подвешивались на балансире с рессорной подвеской, унифицированной задней подвеской грузовика Урал-375. На этих мостах в качестве эксперимента установили на одном прототипе пневмокатки Ярославского шинного завода, и который получил обозначение НАМИ 0127П, а на другом арочные шины с обозначением НАМИ 0127А. На автомобиле установили тормоза от МАЗ-500 с пневмоприводом. Задние тормоза работали от отдельного пневмобаллона, как на прицепах. Стояночный тормоз от автомобиля КРАС-255Б установили на заднем валу раздаточной коробки и блокировал вал привода задних мостов. Управление автопоездом велось из трехместной кабины от автомобиля ЗИЛ-130. Для перевозки длинных труб большого диаметра использовали надрамник и коник от плеть-трубовоза Урал-375. Двухосный прицеп-роспуск оборудован теми же колесами, что и тягач. Рама прицепа сваривалась из профильного и листового металла. Все оборудование прицепа взято от задней подвески КРАЗа-214Б. Закончивший в 1968 году сборку двух прототипов автопоезда, и которые первоначально были оборудованы деревянными платформами, приступили к их дальнейшим испытаниям. И хоть на испытаниях они показали себя с хорошей стороны, но управление этими тягачами было не очень хорошим, что привело к тому, что в рулевое управление внесли некоторые изменения. Также груженные железобетонными плитами машины участвовали в измерении плавности хода на разных скоростях и в проходимости на разных типах грунта. А испытания проходимости в зимних условиях выявили все слабые и сильные стороны разных типов колес. Но, пожалуй, самым лучшим испытанием для них стала их эксплуатация в 1970 году на строительстве трассы газопровода Средняя Азия-Центр в Узбекской и Туркменской ССР. Там они показали себя с наилучшей стороны, проходя по песку и преодолевая барханы там, где другому транспорту сделать это было не под силу, таким как автопоезду на базе ЗИЛ-131 и КРАЗу-214Б. Также тягачи показали себя лучше в экономичности, расходуя топливо меньше, чем участвовавший в испытаниях при транспортировке труб трактор Т-100М. И по результатам испытаний Мингазпром сделал вывод, что этот автопоезд НАМИ 0127 подходил как никто другой для транспортировки длинных труб к месту стройки газопровода. Но, как ни печально, по неизвестным причинам в серию он так и не пошел. Также неизвестна дальнейшая судьба двух прототипов НАМИ 0127П и А. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео.
Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.